Ну вот столько яиц я собрала от моих курочек-несушек. И еще у меня осталось верхнее гнездо. А в верхнем гнезде у меня сегодня только 2 яйца. Все. Вот столько яиц. Так, вот еще яйцо будет. Никого. Вот яйцо будет. Ну и вот еще яйцо будет. Молодцы. Это еще учитывая то, что сейчас у нас отключение электроэнергии. И мои курочки по полдня сидят без света. А освещение очень сильно влияет на яйценоскость. Поэтому вот немножко меньше, чем всегда у меня яиц. Но и на том спасибо. Без освещения бедные мои курочки вот столько снесли яиц. Любитель яиц куриных. Это любитель просто. Выпрашивает. Но я же не дам. Я даю только треснутые и битые. Слышал? Я только треснутые и битые даю. Выпрашивает. Попрошайка ты моя. Попрошайка.
очень часто спрашивают, как приучить курицу нестись на линолеум, и тем более вот в такие гнезда, да еще и с дыркой. Вот как приучить кур нестись в такие гнезда. И я сейчас приучаю своих курочек к этим гнездам и решила сразу вам это показать. Первым делом, это первый способ, самый простой способ застелить все гнезда соломой. Вы видите, я застелила все гнезда соломой для того, чтобы мои курочки привыкли к месту. Курочка привыкает к месту, а не к линолеуму, к соломе или к ящику. Она привыкает к месту. И вот когда она начнет нестись в эту солому сюда, здесь же у нее обычное гнездо, совершенно обычное гнездо. И вот как только она туда начнет нестись, через неделю, через две, эту солому нужно будет убрать. Естественно, с соломой, вот так вот, яйцо, яйцеприемник скатываться не будет. Поэтому, как только курочка начнет нестись на солому эту, мы солому убираем, а курочка по привычке, потому что она привыкла, идет, зашла в это гнездо и привыкла, что она в это гнездо несет яйцо. И снесет его хоть на линолеум, хоть на какую-то тряпку, на любое место, пустое абсолютно гнездо, она будет туда нестись. Курица привыкает к месту, а не к подстилке, которая у вас в гнезде. Поэтому вот так вот я застилаю, я просто вам показываю то, что я делаю всегда, каждый год. Это не эксперимент, это именно мой опыт. Я вот так вот приучаю своих кур нестись в мои гнезда с линолеумом и вот такой дыркой. Но пока что мы с вами говорим про нижние гнезда. Про верхние я вам тоже сейчас еще расскажу второй способ. Вот, но обязательно, если у вас курочка еще не несется, ей 4 месяца, 4,5, то, естественно, ей нужно объяснить, что в это гнездо, вот сюда, в солому, ее нужно научить еще нестись. А для этого нам пригодится вот такое яйцо. У меня это детская игрушка. Я купила эти яйца в обычном магазине, как детская игрушка. Вот, смотрите, оно вот такое вот, видите? Их было 10 штук в наборе. Вот. И, как вы догадались, вот эти яйца мы сейчас разложим по всем этим гнездам, чтобы курочка, когда зайдет, увидит яйцо, и она обязательно снесет свое яйцо, но рядом с вот этим. Если у вас нет вот таких вот игрушечных резиновых яиц, что делать? Можно положить настоящее яйцо. Абсолютно ничего страшного. Просто его нужно пометить, чтобы можно было отличить от того, которое снесет уже курочка. Пометить, написать на нем что-то карандашом, фломастером, ручкой и положить в гнездо. Это может быть от 1 до 3 яиц. 1, 2, 3, сколько хотите, можете положить вот таких яиц. У нас это называется поклад. Вот так вот. Это яйцо поклад. То есть мы положили сюда яйцо для того, чтобы курочка знала, куда ей нужно нестись. Это сделать нужно обязательно. Просто застелить солому, это не очень работает. Если вам жалко обычное яйцо положить в гнездо, можно теннисные шарики купить. Можно вырезать с дерева, покрасить краской белой. Можно вырезать из газобетона. Вот я вам покажу пример. У нас вот такое яйцо есть. Вот оно вырезано из газобетона. В общем,
Технология такая: постелить в гнездо солому и положить яйцо поклад. И вот так вот оставляю я. Немножко приоткрываю шторки для того, чтобы привлечь внимание к гнезду. Потом, когда куры начнут массово туда нестись, я, естественно, шторы опускаю. Вот. И когда мне еще задавали вопрос, а как же яйцо будет скатываться, если тут постелена солома? Не будет оно пока скатываться. Пока вы не уберете солому, пока вы не приучите курицу нестись в это гнездо, яйцо скатываться в яйцеприемник вот сюда не будет. Как только курочка привыкнет, вот только тогда вы уберете солому, и яйцо будет скатываться по горочке в яйцеприемник. Вот сюда. Так, с вот этим, я думаю, что все понятно. Теперь приступаем к гнездам, которые с дыркой. Здесь точно такая же технология. Здесь у нас солома, которая закрывает эту дырку, и яйцо туда не падает. И сюда мы тоже кладем яйцо игрушечное, то есть не настоящее, для того, чтобы курочке показать путь. Это один пример, а второй пример я сейчас вам покажу. Я беру точно такое же яйцо, только с одной стороны вот так вот продеваю саморез, вот так в эту дырочку, и этим саморезом прикручиваю это яйцо на край гнезда. Вот сюда, на самый край отверстия. Вот таким образом. И даже немножечко спускаю это яйцо над дырочкой. Вот. Тоже этот метод хорошо работает. Яйцо прикреплено плотно, никуда оно не денется. И когда придет сюда курочка, она увидит яйцо, сработает инстинкт, она рядом сядет и снесет свое яйцо. Это метод тоже мною проверенный. Здесь я тоже не буду закрывать полностью гнездо, для того, чтобы курица увидела, чтобы вот эта красоточка заметила яйцо и зашла в гнездо и снесла яйцо. Вот этой курочке уже пора нестись. Такой вот мой метод привлечения кур к этим гнездам я вам показала. Вот так, в таком состоянии я оставляю свои гнезда. Вот так вот. И как только курочки снесут первое яйцо, я об этом расскажу и покажу. Вот таким способом я пользуюсь уже давно. И никаких проблем. Курочки хорошо начинают нестись. И потом уже несутся без этой соломы. Просто на обычный линолеум. Вот в гнездах у меня застелен вот простой обычный линолеум. Вот такие гнезда внутри. Ну все, будем ожидать яйца. И как только снесется первое яйцо, я вам обязательно его покажу.